Путин поздравил мусульман, и это отрадно, друзья, но пока Путин поздравлял мусульман с Ураза Байрамом и благодарил последователей ислама за службу на фронте, в это время в нескольких тысячах километров от Москвы в селах Новосибирской области люди стояли у пустых хлевов и считали, на что теперь им жить. Праздник – символ щедрости и конца поста. Реальность сибирской глубинки в марте 2026 года – это сожженные стада, заблокированные дороги и счет ущерба, который перевалил за 1,5 миллиарда рублей. Западная Сибирь и Поволжье – это не фермерский пояс в европейском смысле. Это территория, где крупный рогатый скот буквально единственный работающий актив в семье. Молоко, мясо, телятина на продажу – вот и вся экономика. Никакого завода поблизости, никакой альтернативной занятости, только хозяйство во дворе. Деньги и санитарный контроль в этой системе у региональных ветеринарных служб, которые решают, кому выдать документы, а кого признать в зоне очага. История разворачивалась по ступенькам. Пастереллез в республике Алтай начали фиксировать еще в конце 25 года, 40 очагов, потом 70, потом к марту ситуацию объявили стабилизированной. Но к тому моменту в Новосибирской области уже нашли 42 очага бешенства и пастереллеза, и власти приняли решение уничтожать не только больных, но и здоровый скот в радиусе нескольких километров, объяснив это необходимостью не допустить переноса инфекции на промышленные предприятия. В феврале-марте под изъятие и уничтожение попали от 87 500 до 90 500 животных по 9 регионам. 16 марта в регионе был введен режим ЧС. Причем постановление существовало раньше, но под грифом для служебного пользования. То есть жители сел о нем даже не знали. 19 марта губернатор Травников впервые публично прокомментировал происходящее и назвал меры строгими, но абсолютно необходимыми. Участники и их интересы такие. Фермеры, естественно, из Казихи, Новопичугова, Новоключей и других сел говорят одно. Документы им не показывали, анализы по конкретным дворам не делали. Приходили с полицией и с техникой, скот забивали молча. Светлана Панина из Новоключей лишилась почти 200 голов. Вышла с пикетом к приемной губернатора. Когда она пошла к министру Шенделову, тот, по данным СМИ, сбежал через другой выход. Как враг себя ведет? А видео погони опубликовал телеграм-канал «Аграрный совет». Региональный Минсельхоз через своих представителей заявляет, что причина вспышки – халатность самих фермеров. Из-за угла они нам начинают сообщать, что, как всегда, народ во всем виноват. И нарушение ветеринарно-санитарных норм. Люди в своих дворах держат скот, и они там что-то нарушили. Это удобная, конечно же, версия. Она перекладывает ответственность, как обычно, на тех, кто остался без коров. Промышленные предприятия, которые тоже оказались в зоне очагов. И Каниве, и Мидпром в Алтайском крае публичным данным локализовали ситуацию самостоятельно и продолжают работу. Финансовый счет уже подбит аналитиками. Прямой имущественный ущерб самих фермеров 1,59, 1,5, даже больше, 1,5 миллиардов рублей, плюс еще, то есть вот у людей просто буквально забрали. Сначала потолок пенсии поднимают, сами эти пенсии 70 баксов в месяц, где-то так вот примерно в среднем, без доплаты все. И это, то есть на это невозможно прожить. Люди ведут хозяйство. Были времена в стране, когда эти хозяйства рекомендовали заводить, были там сложные времена, особенно вот после крушения Советского Союза. Так спасали людей, там заводить хозяйство. Завели хозяйство, развили хозяйство. Им взяли и убили все это хозяйство. Ущерб 1,5 миллиарда, плюс еще 368 миллионов дополнительных непокрываемых потерь на восстановление стада, затраты в период карантина и разрыв производственного цикла. Государство выделило 200 миллионов рублей, это в 9 раз меньше задокументированного ущерба.
На 18 марта компенсации получили только 21 человек. Социальные выплаты начали поступать с 19 марта. Компенсация считается по 171-173 рубля за килограмм живого веса при рыночной цене мяса в розницу около 1080 рублей. Восстановить стадо за эти деньги невозможно физически. Поголовье в регионе уничтожено, новый скот взять негде еще несколько месяцев. Ну, может быть, с этих крупных бы и раздали, да? А им по 170 рублей. По логике истории, это уже не первый случай, когда санитарная компания в России удивительно точно бьет по мелким хозяйствам, не задевая промышленных игроков. Вспышки АЧС в десятых годах вели к тому же сценарию. Частники и небольшие фермы уходили с рынка, а крупные свиноводческие комплексы с закрытым производственным циклом наращивали долю именно потому, что у них есть ресурсы на биозащиту, которые не по карману сельскому двору. Казахстан, зафиксировав ситуацию с февраля, запретил ввоз мяса, это уже удар по бюджету страны, и скота из 14 российских регионов, что само по себе говорит о масштабе и международном признании проблемы. Сегодня Следственный комитет ведет проверку регионального Минсельхоза по статье о халатности, но за 3 недели ни одного задержания нет. Никто не отстранен от должности. Это же агрессия против населения. Никто от должности не отстранен. Хотя бы на время разбирается. То есть все нормально, что ли? То есть цель такая, чтобы люди были голодные, что ли? Так получается? Вот так вот, если сторонним взглядом глянуть или нет? У вас как получается? Депутат Заксобрания, ну, если к ним подходит с вопросом, они убегают просто, а как еще тогда это получается? Нагадили, сбежали, ну это такое, это вылазка диверсионная. Ну так, если со стороны не знаю, кто участники, что, просто кто-то убил скот, хозяин вышел, а он убежал. Все. Вот если убрать, да, рассказы про костюмы дорогущие на деньги этих самых жителей, да, ну, чиновники они обычно на деньги живут, этих самых людей. И вот он в этом дорогом костюме, значит, куда-то слинял. Ну, значит, он просто диверсию провел. Я такой образ, да, вот как собирательный образ у меня так получается. Депутат Заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Денис Субботин 18 марта принес публичные извинения. Говорит, извините пострадавшим фермерам от лица власти. Ну, и тут его можно понять, вот это как раз правильный поступок, потому что Путин, он говорит, мусульмане наши, все, их надо поддержать, у них потери большая. Хаминей, наверное, тоже важный момент, наверное, он обсудится, ну, то есть Путин официально, вот он просто официально поздравил мусульман с праздником. Это неплохо. Нет, я тоже поздравляю мусульман с праздником. Они редко поздравляют нас с Рождеством Христовым. К Пасхе у них какое-то странное отношение. И вообще не поздравляют. Я вот так замечал, даже как-то обижаются, так скажешь, вот поздравь. Но он говорит, ты что, издеваешься? Вот такое у меня было. Вот, ну, в общем, давайте тогда, да, религиозные темы отодвинем. Но вот Путин, он всех поздравляет, да? Может быть, есть смысл. Я просто на фоне. Здесь идет то, что происходит, людей в голод забрасывают. И вот сейчас, то есть тема поздравить мусульман у нас как бы не мусульманская страна, у нас не исламское государство. Или мы чего-то не знаем. На фоне всего происходящего он поздравляет мусульман. Ну, еще раз, я не хочу обидеть, наверное, меня мусульмане смотрят. Но просто представьте себе, что у вас был бы вот ваш праздник в каком-нибудь, а там бы у вас на глазах глава государства такой, вообще на вас не обратил внимания, сказал, поздравляю христиан всех. Там просто... Христос воскрес, сказал бы. Здравствуйте, Христос воскрес. Ну, как бы вы отнеслись к этому? Здесь серьезнейшая проблема. Люди на грани выживания, он с каким-то праздником поздравляет. Не наш праздник. Ну, есть регионы, конечно же, мусульманские, это опять же еще раз. Но, то есть, ну, как-то немножко странно мне показалось. Потому что вопросов хватает. Многие люди даже не верят в то, что ремесло, вот тут один высказался, какой-то там, значит, блогер, что вот это ну, такое резкое высказывание было, что многие считают, что его вообще не услышал никто, и мне в комментариях огромное количество, на том, что ну, это просто отвлечь внимание от того, что ну, проблема серьезная. Людей поставили на грани выживания. Сибирь. Это странно. Открытые вопросы остаются теми же. Почему в зону уничтожения попал именно частный скот, а не промышленный? Кто получает подряды на утилизацию 1000 туш? И что будет с освободившимся рынком молока и мяса в регионах, где мелкое хозяйство после этой истории фактически перестает существовать? Ну, вместе с народным населением коренным.
Выглядит так, как выглядит для вас. Пишите, не знаю, можете. Просто меня поразило еще вот такое яркое внимание к поздравлению, ну, как каких-то там верующих. Дай Бог там здоровья. Я тоже их поздравляю. Своих поздравили, значит, убили у них хозяйство. Кстати, там военнослужащий тоже делал обращение, так на всякий случай напоминаю, который... Кстати, вот Путин поздравил, да, и мусульман, то, что они принимали участие в боевых действиях. Но человек принимал свой местный житель принимал участие в боевых действиях. Он там потратил деньги, у него были деньги на скот. Ему скот забивают. Его с чем-то можно поздравить или его не надо? Он не мусульманин, да? Вот я не совсем тут уловил. Да, вот просто акцент вроде идет через раз принимаете, ну, то есть какое-то особое отношение, вот вы принимаете в боевых действиях, да, вот так встать на позицию Путина, значит, вот поздравляю вас даже с вашим праздником, а его с его праздником с каким? То, что у него скот забивают, его надо поздравить или нет? Он тоже принимал участие. Я вот сейчас, да, отстраняюсь даже от каких-то, я стараюсь всегда располитизировать. И его надо поздравлять или его таким образом поздравили? У меня складывается впечатление, что вот именно к мусульманским почему-то диаспорам какое-то особое отношение не в празднике дело. Или мне так только кажется. Вот напишите со своей стороны, честно говоря, любопытно. Ну, я всегда боюсь, что я могу начать там параноить, как-то цепляться к каким-то вещам, имея какой-то свой взгляд и да, увлеченный там, каким-то эффектом тоннеля, коридора, начать делать неправильные выводы. Поэтому вы меня останавливаете, если я ошибаюсь. Если вы считаете, что все логично, все прекрасно, то есть логика здесь присутствует и действие равномерно, да, своим любимым гражданам огромное количество внимания. Ну, вот другим тоже всяким гражданам тоже много внимания. Ну, пишите, не стесняйтесь. Берегите себя, самое главное, и увидимся.